20 интересных фактов о кондиционерах. Что мы знаем о кондиционерах? Сегодня это очень популярный товар, который используется для поддержания желаемой температуры воздуха как в помещениях, так и в транспорте и другой технике. Чаще всего кондиционер используют в жару для поддержания более низкой, чем на открытом воздухе температуры, а также в местах, где круглый год держится высокая температура. Первое. Понятие кондиционер, которое подразумевает поддержание заранее установленной температуры, существует давно. Название устройства происходит от английского словосочетания air conditioner. Air – воздух, condition – условия. Впервые это слово стало известно публике в 1815 году, когда француз Жан Шабанес стал обладателем патента на метод кондиционирования воздуха, а также управления температурой в жилищах и прочих помещениях. Второе. Первая промышленная холодильная машина была создана в 1902 году изобретателем Уиллисом Керриером. Он создал свой аппарат для типографии Бруклина. Однако, это устройство было создано не для того, чтобы создать прохладу в жаркое время, а чтобы бороться с влажностью, которая плохо влияла на качество печати. Третье. Первым зданием, где была установлена система кондиционирования воздуха, было здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Случилось это в 1903 году. Четвертое. В 1929 году компания General Electric выпустила первый комнатный кондиционер, от которого потом произошли все современные сплит-системы. Так как в устройстве использовался аммиак, его пары опасны для человека, компания решила установить компрессор и конденсатор на улице. Пятое. В 1931 году был синтезирован безопасный для человека фреон. Это помогло создать первые оконные кондиционеры, так как все нужные компоненты были собраны в одном корпусе. Шестое. До начала 1960-х годов американские компании лидировали в сфере новейших устройств вентиляции и кондиционирования воздуха. Потом первенство перешло к японцам, которые немного позже и определили вектор развития современной индустрии климата. Седьмое. Первый кондиционер, который мог подавать не только холодный, но и горячий воздух, был создан в 1958 году японской компанией Daikin, которая изобрела первый тепловой насос. Восьмое. В 1961 году японская фирма Toshiba стала первой компанией, запустившей в серийное производство кондиционер, который был разделен на два блока. Такое устройство быстро стало популярным, и его продажи не переставали расти, так как более шумная часть аппарата устанавливалась на улице, что делало сплит-системы намного тише оконников. Девятое. В 1981 году все та же компания Toshiba создала сплит-систему, которая давала возможность плавно регулировать мощность, и уже через 17 лет такие сплит-системы занимали 95% всего японского рынка. Такие кондиционеры получили название сплит-система с компрессором инверторного типа. Десятое. Packard был первым автопроизводителем, который начал устанавливать кондиционеры в машинах. На то время средняя стоимость автомобиля в США составляла $700, а кондиционер для автомобиля мог достигать цены в $250, почти треть от стоимости машины. 11. В СССР кондиционеры начали выпускать в начале 1960-х годов, но использовались они не в домах или заводах, а в ракетах и суднах. Только спустя 10 лет начали производить кондиционеры для бытовых целей. 12. Развитие в сфере кондиционирования повлияло на развитие медицинских технологий, продление средней продолжительности жизни, снижение уровня распространения болезней, которые являются обычным делом в жарком климате. Кроме этого, кондиционеры повлияли на увеличение производительности сотрудников. 13. До изобретения кондиционера было слишком жарко проводить уроки в школе, так что детям давали перерыв. Эта традиция живет и по сей день. 14. Кинотеатры были среди первых зданий, которые использовали кондиционеры.
Чтобы в летнее время привлечь больше людей, они показывали высокобюджетные фильмы летом. Отсюда и пришел термин «летний блокбастер». Такие блокбастеры запускают в разгар самого кассового летнего сезона, который начинается в апреле и заканчивается в августе. 15. Без кондиционеров не было бы многих лекарств. Некоторые лекарства можно исследовать только в прохладном помещении. 16. Каждую весну кондиционеры спасают миллионы аллергиков, создавая чистый фильтрованный воздух. 17. До изобретения кондиционеров люди хранили некоторые вещи в больших ледяных кубах. Когда появились кондиционеры, их рейтинг охлаждения был основан на количестве льда, который бы потребовался для создания такого же уровня прохлады. 18. Исследования ученых показали, что изобретение кондиционеров снизило уровень естественной переносимости тепла в человеке. 19. В США создали как самый маленький, так и самый большой кондиционер в мире. Большой используется для теплиц, где поддерживается оптимальная влажность и температура, а маленький используют в тюремных VIP-камерах. 20. До изобретения кондиционеров дома строили с высокими потолками, крытыми переходами между зданиями и ландшафтным дизайном, обеспечивающим прохладу. Всем моим зрителям спасибо за внимание к моему каналу LT Denis Facts. Если вас заинтересовали мои видео, подписывайтесь на мой канал и включайте оповещения возле кнопки подписаться, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов.